Сегодня Юго-Восточная Азия – это связующее звено между Тихим и Индийским океаном. В 2017 году на нее пришлось 7% мирового экспорта, что сделало регион четвертым экспортным регионом мира. К 2020 году Юго-Восточная Азия превратилась в одно из ключевых мест противостояния США и Китая. По данным Института исследований Юго-Восточной Азии на 2019 год, население региона разделено во мнении, с кем оно предпочло бы видеть близкое сотрудничество своего государства – с Китаем или с США. 53% жителей Филиппин, Вьетнама и Лаоса высказались за Вашингтон, в то время как 46,4% респондентов, проживающих на территории Брунея, Мьянмы, Малайзии, Камбоджи, Таиланда и Индонезии, выбрали КНР. Кроме того, почти 80% жителей региона считают Китай самой влиятельной экономически развитой державой, в отличие от США, которые получили только 8%. Однако растущее влияние Китая не вызывает одобрения. Почти 72% респондентов обеспокоены растущим региональным влиянием КНР, а 38% считают Китай ревизионистской державой, намеренной превратить Юго-Восточную Азию в сферу своего влияния. Казалось бы, это неприятие курса КНР открывает дорогу для США, но это не так. Более 47% респондентов не доверяют США как стратегическому партнеру и гаранту региональной безопасности. Однако существует страна, которая в перспективе сможет заменить США. Это Япония, которую выбрали 31,7% опрошенных, и у которой к Пекину есть некоторые претензии. Одной из претензий является проблема принадлежности архипелага Синкаку, который находится под японским управлением с 1895 года. До 1970-х годов КНР признавала японский суверенитет над Синкаку, однако после того, как там была обнаружена нефть, заявила о своих исторических правах на данную территорию. В 2010 году пьяный капитан китайского рыболовного судна дважды протаранил корабли японской береговой охраны, которые патрулировали Синкаку. Это привело к дипломатическому скандалу, во время которого Китай прекратил экспорт редкоземельных элементов в Японию. В 2012 году правительство Японии выкупило у токийского губернатора 3 частных острова, расположенных в архипелаге, чтобы оградить их от потенциальных китайских инвестиций. В ответ Китай увеличил рыбную ловлю в акватории архипелага, направил туда усиленную береговую охрану, а также поддержал антияпонские беспорядки на своей территории, в ходе которых японские компании и дипломатические учреждения понесли ущерб на сумму более $100 миллионов. Помимо этого, в 2013 году КНР объявила о создании зоны идентификации ПВО в Восточно-Китайском море, в которую включили архипелаг Синкаку. Пекин заявил, что все самолеты, входящие в зону, обязаны предоставлять НОАК свои планы полета и доступ на радиочастоту. В 2014 году Япония получила устное обязательство от Обамы о том, что 5-я статья договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, которая регламентирует японскую оборону, включает и острова Синкаку. Это означает, что нападение на архипелаг дает ей право использовать свои силы самообороны для отражения атаки. 1 июля 2014 года Кабинет министров Синдзо Абэ принял резолюцию, дающую Японии право использовать силы самообороны в случае нападения на страны, с которыми Япония поддерживает тесные связи. А 19 сентября 2015 года парламент Японии разрешил использовать силы самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом. Помимо этого, Япония начала наращивать стратегическое взаимодействие с Юго-Восточной Азией. В 2019 году размер японских инвестиций в регион составил $357 миллиардов против 255 миллиардов китайских вложений, что опровергает уже устоявшийся стереотип о вездесущем экономическом присутствии КНР. Токио пытается ослабить растущее региональное влияние Китая посредством продвижения альтернативных экономических инициатив. В 2015 году Япония совместно с Азиатским банком развития запустила проект «Партнерство ради качественной инфраструктуры», в рамках которого Юго-Востоку Азии было выделено более $110 миллиардов.
Интерес вызывает и само название проекта, которое как бы намекает, что у китайцев порой возникают проблемы с качеством возводимой ими инфраструктуры. Принимая во внимание напряженность между КНР и странами Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море, Япония пытается сдержать Китай путем организации мероприятий по наращиванию морского потенциала стран региона. Так, Япония участвует в обучении и оснащении подразделений береговой охраны Индонезии, Филиппин и Вьетнама. Филиппинам, например, Токио в 2019 году отправил 5 самолетов Beechcraft King Air TC-90, которые Манила использовала для наблюдения за Скарборо-Шоал, отмелью в Южно-Китайском море, рядом с которой в 2012 году происходят стычки между КНР и Филиппинами. В 2017 году, после полугодовой осады террористами из группировки Абу-Саяф города Марави, Япония выделила Маниле $18,5 миллионов финансовой помощи. Помимо этого, вместе с индонезийскими военными японцы участвуют в военно-морских учениях Комодо, а также заняты в строительстве радиолокационных станций на острове Вех для отслеживания незаконного рыболовства. Развиваются связи и по подготовке личного состава. Бывший главнокомандующий ВВС Таиланда маршал Джохамрунг Саванг является выпускником Национальной академии обороны Японии, а сам Таиланд направил в эту академию самое большое количество иностранных студентов. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте нас в Telegram. Ссылка будет в описании. До новых встреч!